Сегодня я хочу рассказать вам о разнице в звучании ЦАПов, которую вы можете услышать между устройством за $30 и устройством за 3700 евро. Когда мы смотрим на ЦАП за $30 и на ЦАП за 3700 евро, возникает логичный вопрос. Если и в одном, и в другом установлен чип, например, Sabre, пусть и разные модели, но с похожими характеристиками, то зачем переплачивать в 123 раза? По сути, хорошее качество звука с похожими параметрами можно получить и за $30. Если мы рассмотрим технические характеристики этих ЦАПов, то окажется, что АЧХ, динамический диапазон и соотношение сигнал-шум практически идентичны. Там нет разницы, оправдывающей 123-кратное отличие в цене. Так зачем платить 3700 евро, если можно получить почти то же самое за 30? В этом видео мы рассмотрим разные ЦАПы от 30 до $3700, и я расскажу, что вы услышите, переходя на каждый следующий ценовой уровень, и стоит ли овчинка выделки. Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Аркадий Зенин. Я являюсь основателем компании Premium Hi-Fi. Мы находимся в Риге и соединяем народ со звуком. Первый ЦАП за $30 – это SMSL PS100. На мой взгляд, это один из лучших ЦАПов на сегодняшний день для начала знакомства с настоящим, начальным Hi-Fi звучанием. Если говорить о портативных ЦАПах для мобильных телефонов, то аналогичным по уровню звучания будет FIO KA11. Это компактный ЦАП, который подключается к телефону по USB и выводит звук на наушники. Что такое начальный уровень Hi-Fi звучания? Это когда вы слышите ровную АЧХ, то есть все частоты звучат сбалансированно. Вы различаете отчетливые низкие частоты, бас, аккуратный голосовой диапазон и чистый верхний диапазон, который отвечает за аудиофильскую детальность. Второй важный аспект Hi-Fi звука, различимый на слух, это текстура музыки, то есть способность слышать партии каждого музыканта по отдельности, если сфокусировать на них внимание. Текстура — это когда ты можешь мысленно отделить партию гитары от виолончели, не теряя общий рисунок. К сожалению, купив ЦАП за $30, вы почти не услышите текстуру. Инструменты будут перекрывать друг друга и маскироваться более громкими звуками. Такой ЦАП просто не способен передать полноценную текстуру музыки, даже если она есть на записи. Третий аспект – объемность звучания. С ЦАПом за $30 вы услышите исполнителей примерно в центре между колонками или у себя в голове, если вы в наушниках. Все образы будут сгруппированы в центре воображаемой сцены. Тем не менее, даже ЦАП за $30 даст вам более аккуратный, ясный и артикулированный звук по сравнению с выходом 3,5 мм на телефоне или компьютере. То есть чудо не произойдет, но звук станет лучше. Это уже шаг вперед по сравнению с встроенным выходом телефона или ноутбука. И все же, это еще далеко не весь потенциал звука. Это уровень, да, нормально. Теперь перейдем к ЦАПам за $100-150. Например, FX Audio D01 и FX Audio DS07. На канале есть обзоры рассматриваемых моделей. По АЧХ вы получите тот же ровный результат, как и у ЦАПа за $30. Но уже по второму параметру, текстуре, станет заметно, что песня, которую вы слушаете, исполняется несколькими музыкантами, и вы сможете постараться расслышать партию каждого музыканта. Также вы услышите, что музыканты расположены на сцене слева направо, появится ощущение глубины. Это пока не реалистичная сцена, как вживую, но вы начнете ее распознавать. ЦАПы за $100-150 уже дают информацию о объемности звучания и текстуре музыкального полотна. Однако настоящим аудиофилам этого недостаточно. Они хотят слышать трехмерные образы музыкантов на сцене с точным эшелонированием в глубину.
Следующий шаг — это Fosi Audio ZD3 за $200. А чеха остается такой же, как и у моделей за 30, 100 и $150. Она уже изначально хороша, но текстура у ZD3 становится четкой. Вы можете сфокусироваться на гитаристе или виолончелисте, услышать все нюансы исполнения, и эти партии складываются в общую музыкальную картину. По объемности это уже полноценная сцена. Музыканты распределены по ширине и глубине. Кто-то правее, кто-то левее, кто-то ближе, кто-то дальше. Звучание становится по-настоящему объемным. И, на мой взгляд, ЦАП за $200 — это золотая середина. Вы получаете хай-фай звук без чрезмерных затрат. Разумеется, чтобы услышать все это, вам нужен хороший усилитель и акустика, способные передать всю информацию от ЦАПа. И тут бюджет увеличивается. Узкое место в современных системах — это как раз акустика. Ни одна колонка за 30, 100 или даже $200 не раскроет весь потенциал записи. Чтобы услышать трехмерное звучание, вам понадобятся хорошие акустические системы от 800 до примерно 2000 евро. Это ощутимая разница в цене по сравнению с ценой ЦАПом. И я говорю о полочной акустике. Например, лучше всего раскрывает потенциал системы фазолинейная акустика Reflector Audio Stage, послушать которую можно у нас в магазине студии. Контакты в описании, звоните прямо сейчас. Усилители сейчас делают отличные, особенно в Китае. Например, моноблоки Fosi Audio V3 за примерно $200. Прекрасно передают информацию от ЦАПа стоимостью до $200. Таким образом, связка ЦАП плюс усилитель стоит около $400, а дальше вы подбираете акустику в диапазоне от 800 до 2000 евро. Источник цифрового сигнала может быть любой: телевизор, телефон, компьютер или стример. Современный стример VMini стоит всего 107 евро и поддерживает пресловутый Hi-Res. Если это дорого, вы можете заказать его со скидкой 10% на сайте Premium Hi-Fi, используя промокод Premium Hi-Fi 10. Тогда он обойдется примерно в 96 евро. Заказывайте прямо сейчас по ссылке в описании, и музыкальные библиотеки всего мира будут доступны вам прямо из этой шайбы. Теперь давайте перейдем к следующей ценовой категории — ЦАПы за 1000 евро и выше. На прошлой неделе я распаковал и установил Eversolo DMP A6 Master Edition. Это замечательный ЦАП и стример, сетевой проигрыватель на том же чипе Sabre. Что вы получите, заплатив 1300 евро? Кстати, с тем же промокодом Premium Hi-Fi 10 вы можете сэкономить 10%. А это выигрыш без малого 130 евро. И послушать можно у нас в магазине студии Premium Hi-Fi. Я не буду снова перечислять 3 параметра: АЧХ, текстура и сцена. Они все будут отличными. Но здесь появляется 4-й аспект — скорость. Так, все. Газую. Скорость. Я скорость. Вы начинаете слышать, как рождается каждая нота, как она затухает, и как на смену ей приходит следующая. Вы осознаете богатство и нюансы музыкального исполнения. Вы слышите не просто, как звучит нота, а как она дышит. В начале, в серединке, в затухании. Это как услышать прикосновение клавиши, а не просто ее звук. На этом уровне музыка начинает менять ваше восприятие. Вы не просто слушаете, вы изучаете, вникаете. Ощущаете, как каждая партия вплетена в общее полотно. Это тот самый момент, когда звук начинает делать вас лучше. И тут, представляете, подходит ваша жена и начинает пилить. Опять очередную бандурину за ползарплаты притащил. И сидит на диване, ничего не делает. А вы такой:
Я не бездельничаю. Я развиваю психоэмоциональную интеллигентность. Это ж надо. Мой котик развивает психоэмоциональную интеллигентность. Надеюсь, ты на премиум хай-фай заказал и получил скидку, чтобы не переплачивать. Остается один вопрос. Если во всех устройствах от 30 до 1200 евро стоит Sabre, пусть и разных моделей, почему ЦАП за $30 не звучит как ЦАП за 1200 или 1300? Ответ в аналоговой обвязке. ЦАП – это цифровая часть, а все вокруг него аналоговое. Именно аналоговая схема делает звук полноценным. Чем дороже ЦАП, тем качественнее эта обвязка. И тут замеров недостаточно. Нужно комбо. Замеры плюс прослушивание. Теперь финальный уровень. ЦАП за 3700 евро. Это Eversolo DMP A10. Он совмещает функции сетевого плеера, ЦАПа и предусилителя референтного уровня. Одна из главных фишек – резистивный регулятор громкости. Он щелкает при изменении уровня и считается самым точным решением в Hi-Fi. Внутренние схемы полностью балансные, а уровень шума сводится к минимуму. Это устройство позволяет слушать музыку именно такой, какой ее задумали. У вас будет ровная чиха, великолепная текстура, глубокая сцена и невероятная скорость. Мощная атака и нежные нюансы. Звучит противоречиво, но за это мы и платим. Плюс внешний вид. Массивные радиаторы, строгий и утонченный дизайн. Внешность устройства соответствует его звуку. Мощно и изысканно. Ставя его на полку, вы получаете не только звук, но и эстетическое удовольствие. Здесь отмазка для жены про психоэмоциональную интеллигентность уже не проканает. Знаю, второе десятилетие мучаюсь. Друзья, помогите братьям-аудиофилам и киньте в комменты пару вариантов отмазок для жены. Написали? Конечно, акустика с усилителем должны быть соответствующего уровня. Например, референтная, мониторная, фазолинейная акустика рефлектор аудио Square 2, послушать которую можно у нас в Premium Hi-Fi. Контакты в описании, звоните прямо сейчас. Еще один аудиофильский вариант с мощной и вкусной подачей, усилитель мощности Eversolo Amp F10 и акустика Klipsch Forte 4. Эти сетапы унесут вас в аудио-нирвану, и вы никогда не захотите слушать ЦАПы за $30. Скачок между ЦАПами за $30 и $200 огромный. Разница между ЦАПом за 200 и 1300 евро не огромная, тонкая, но слышимая для тех, кто вникает. Именно тут вступает в силу закон убывающей отдачи. 80% качества вы получаете за 20% бюджета. Fosi Audio ZD3 за $200 это как раз тот случай. А оставшиеся 20% прироста слышимого качества требуют гораздо больших затрат. И чем дороже устройство, тем меньше прирост качества. И даже цифры это подтверждают. Но больше нет корреляции с ценой. Остаются только наши ощущения и эмоции. А между 1300 и 3700 евро прирост в качестве уже минимален. Это уровень вкуса, эстетики, требований. Так покупать ЦАП за $30 или за 3700? Вопрос только к вам. Напишите в комментариях, на чем вы слушаете музыку и как вы относитесь к бюджетным, средним и топовым устройствам. С вами был Аркадий Зенин. Мы находимся в Риге и соединяем народ со звуком. На этом все. И да пребудет с вами сила правильного для вас звука. И, конечно же, пусть жена не узнает цену. Заходите в гости.